На Земле осталось совсем мало мест, где природа живет своей первозданной жизнью. Один из таких островков Дикого рая затерялся на самом севере Евразии. Его имя – Таймыр. Здесь, на крайнем севере, лежит царство снега, льда и холода. Среди этих безлюдных просторов Арктики обитает самая большая в мире популяция дикого северного оленя. Каждую весну эти прекрасные животные отправляются в длительное путешествие. Они идут днем и ночью, в дождь и холод, постоянно рискуя своей жизнью. И ничто в мире, даже сама смерть, не может остановить их многовековое движение. Зачем же олени обрекают себя на такие испытания? Что ищут они на холодном севере? Загадка таймырской миграции. Зима в Арктике всегда тяжелое для животных время. Но сейчас, с появлением весеннего солнца над заснеженными горами, ее время уходит прочь. Здесь, в глубине горной глуши плато Путарана, на озере Бельдунчана, многочисленные стада северных оленей пережили трудный сезон зимы, и теперь от них требуется нечто большее, чем просто выжить. Скоро им предстоит отправиться в долгий путь и преодолеть многие сотни километров, чтобы добраться до богатых кормов таймырской тундры. На дворе начало апреля. Самые нетерпеливые уже пытаются пробивать дорогу сквозь белое безмолвие гор. Но основная масса животных пока еще держится озера. Погожие деньки они используют, чтобы понежиться на солнце и поискать в лесу любимый ягель. Между тем, с каждым днем зов таинственного инстинкта становится все сильнее и сильнее, зовя оленей в дальний путь. Первыми движение начинают молодые олени и стельные самки. Важно легко определить по наличию рогов. Все остальные олени рога давно уже сбросили. Через некоторое время следом за беременными самками начинают уходить на север и остальные олени. Озеро превращается в транзитный коридор, по которому нескончаемо движутся одна за другой организованные колонны. И вскоре поверхность озера покрывают замысловатые рисунки. Тропы оленей теперь повсюду. Это явный признак интенсивной миграции.
Однако на смену хорошей погоде приходит пурга. Тогда олени дружно собираются в длинные вереницы и уходят все дальше и дальше, бесследно растворяясь в холодном тумане. С каждым днем солнце все выше и выше забирается на небосклон, разогревая снег и землю. Сейчас, в конце апреля, идет массовый исход животных из районов зимних пастбищ. Одна вереница следует за другой. И так круглые сутки. В пути некоторые животные отстают, переходят в другие группы, меняя попутчиков. Но вожаки точно держат направление на север и безошибочно выбирают дорогу. Как они ориентируются и прокладывают верный путь, до сих пор остается загадкой. Вскоре места, где олени провели зиму, покидают запоздалые стада, среди которых редко можно отыскать беременную самку. Движение колонн завершают самцы. Район реки Хибарба совсем не похож на окрестности озера Бельдунчана. Здесь, в самом центре плато Путарана, среди бездонных каньонов и холодных скал, скоро должны появиться олени. Это самый трудный участок на пути следования животных. Олени возникают неожиданно, быстро заполняя пустовавшие просторы плато. И, как всегда, первыми шествуют самки и прошлогодний молодняк. В местах, где мало снега, олени ненадолго останавливаются, чтобы перевести дух и пощипать высохшую траву. Выжить в таких постоянно меняющихся условиях можно только если знаешь, как найти пищу и восполнить убывающие с каждым днем силы. Этим северным путешественникам можно только удивляться, ведь они практически не отдыхают. Накапливающаяся с каждым днем усталость может сыграть с каждым из них злую шутку. Ведь смерть и жизнь здесь идут рядом. К середине мая миграция оленей в центральных частях плато достигает своего пика. Они теперь повсюду. Олени, словно альпинисты, штурмуют крутые склоны, будто хотят превзойти снежных баранов в умении лазать по скалам.
Но вот наступает время, когда плато пустеет. Олени как неожиданно появились здесь, так же внезапно и исчезли, оставив осиротевшим горам лишь следы своих копыт. К концу мая, преодолев горные хребты, олени достигают северных равнин. Они, поспешая, продолжают неуклонно следовать на север. Здесь, на южных рубежах тундры, с наступлением лета, когда появятся комары и гнус, для оленей спокойной жизни не будет. С приходом тепла северные земли оживают за считанные дни. Таймырская тундра является домом сотен тысяч птиц, прилетающих сюда за тысячи километров выводить свое потомство. Чайки, кулики, утки, гуси появляются здесь в одночасье. Хор из множества голосов не смолкает круглые сутки. В июне олени разбредаются по просторам тундры. Наконец они достигли своей цели, добрались до северных пастбищ, и теперь, кажется, они могут отдохнуть. Но нет. Олени находятся в постоянном движении. Беспорядочно кружа по обширным просторам тундры, словно перекати поле, животные за несколько дней могут пройти сотни километров и преодолеть при этом не одну водную преграду. В начале лета важенки освобождаются от бремени и приносят по одному теленку. В течение первых месяцев матери будут кормить малышей молоком. Но уже через несколько недель детеныши уверенно бегают по тундре и пощипывают сочную траву. Сейчас середина лета, и солнце светит в полную силу. Каждый новый день приносит неузнаваемые черты в окружающий мир. Тундра постепенно расцветает. Даже опытному садовнику не всегда под силу создать такую сочную гамму цветов на маленьком пятачке земли, как это сделала природа. Тепло с каждым днем прибывает, и это сигнал для маленьких хищников тундры. Комары начинают атаковать всех обладателей красной крови. Жара и гнус сводят оленей с ума.
Мелкие разрозненные группы животных буквально за несколько дней сбиваются в тысячные стада, как будто ими руководит невидимый пастух. В районах концентрации образуются скопления, насчитывающие до 100 тысяч особей и более. Обезумев, олени бессмысленно мечутся из стороны в сторону, забыв о еде и отдыхе, пытаясь спастись от крылатых палачей. Полностью потеряв контроль над собой, животные пускаются в совершенно бессмысленные переправы. Вот тут-то и подстерегает главная опасность еще не окрепших малышей. Многие телята, выбившись из сил, тонут или же теряют своих матерей навсегда, оказавшись одни, пока еще в чужом для них мире. Маловероятно, что кому-то из них удастся выжить. Другие матери их к себе не возьмут. Высокие концентрации диких оленей наблюдаются не больше недели. Жара спадает, и многочисленные группировки разбредаются по тундре вдоль южных отрогов гор Бырранга. Сегодня это одна из многочисленных популяций мира, которая насчитывает около 1 миллиона голов. В окрестностях гор для оленей заканчивается длительное путешествие на север. Некоторые группы уходят в горы, но большая часть оленей остается на равнине. Вторая половина августа. Пришло время, когда оленям нужно возвращаться к местам зимовок. Скоро этот мир превратится в ледяную пустыню. Теперь животным предстоит повторить пройденный путь в обратном направлении. Яркие цвета осени возвещают о начале заморозков. Температура с каждым днем понижается, и резкое дуновение северного ветра вмиг преображает все вокруг. Это сигнал для оленей. Они покидают тундру и ступают на склоны гор. Группа за группой животные тянутся по глубоким каньонам. Скоро они достигнут южных озер плато, где и закончится их великое путешествие. По оценкам ученых, за время сезонной миграции олени преодолевают около 2000 километров. Мигрируя, олени решают для себя самый главный вопрос – вопрос пропитания. Оседлая жизнь привела бы их к гибели, прежде всего по причине истощения кормовых запасов. Казалось бы, что миллионная популяция может быстро опустошить тундру. Но это не так. Природа наделила оленей способностью регулировать и направлять свое движение по тундре. Каждый год пути миграции оленей меняются, смещаясь в ту или иную сторону, и таким образом
позволяя пастбищам восстанавливаться. Так же поступают и местные жители при выпасе домашних оленей. Оленеводы никогда не допустят перевыпаса тундры. Они постоянно перегоняют своих оленей на новые места кормежки, не повторяясь в течение 5-7 лет. Сегодня на Таймыре осталось совсем мало семей, ведущих кочевой образ жизни. Поэтому для диких оленей освободились дополнительные пастбища, которые они могут заполнять. Кормовых запасов таймырской тундры хватит для пропитания современной популяции, и вмешательство человека в регулирование численности дикого стада пока не требуется. Олени, как жили здесь тысячи лет назад, так и продолжают жить, не нанося ущерба природе и пастбищам. Уже много столетий великая миграция из года в год украшает природу Таймыра. Сегодня таймырскую тундру нельзя представить без оленей. Их ежегодное движение стало пульсом этой прекрасной земли. Олени вдыхают жизнь в край метелей и стуж, воплощая в себе отвагу и устремленность. И пусть так будет всегда, потому что вместе с оленями на Таймыр всегда возвращается долгожданная весна.